также моя семья немножко выросла. Вот на ней фотография моей семьи. I have in this picture, I have 3 kids and a daughter-in-law. На этой фотографии у меня 3 детей и 1 жена сына. The lady whose hand I'm holding is my wife. И женщина, которую я держу за руку, это моя жена. I know she looks like my daughter. Я знаю, что она выглядит как моя дочь. But she's my wife. Но это моя жена. And we've been married for 30 years. For 30 years we've been married. Мы уже женаты 30 лет. Since then, things have changed. My last son has gotten married. И с прошлого раза некоторые изменения такие, что мой сын женился. He's 21 and she's 21 years old. Ему уже 21 год, и его жене тоже 21. So 2 21-year-olds getting married. Так что 2 21-летних человека поженились. And they come over to our house every Sunday. Каждое воскресенье приходят к нам домой. And they hold hands. Они держатся за руки. And they snuggle. И не обнимаются. And they look into each other's eyes like this. And они вот так смотрят друг другу в глаза. I love you so much too. Они говорят, я так тебя люблю, я тебя тоже люблю. And I tell my wife, it's like, please just stop. И я говорю своей жене, так, хватит. And she's like, Eric, we need a little bit of that in our marriage. А она мне говорит, вообще-то нам нужно так с тобой в нашем браке поступать. So I'm working on that too. Так что над этим я тоже One of работаю. the other things that's changed in my life is I have a new grandbaby also. Еще одно изменение в моей жизни — это то, что у меня появился еще один внук. So it's fun to have a little baby around. Так что здорово, когда And I've got a picture of me with my grandbaby too, and I'll just show you. И вот фотография как раз с моим внуком на руках. Look at her mouth. Внучкой. Посмотрите на ее рот. She's sound asleep and she's snoring. Она спит и храпит. So if any of you are tempted to do that here today, если кто-то из вас попробует это повторить сегодня, somebody else has done it before you, so that's okay. Кто-то уже делал это раньше, так что нормально. So what I wanted to do today is just tell you a little bit about how I started with doTERRA. Что я хотел бы сделать сегодня, это рассказать, как я начал свое развитие в доТERRе. As Kurt was kind enough to mention, I worked for another direct sales company. Как добрый Кирк уже упомянул, я работал в другой компании, также в области прямых продаж. And my job at that direct sales company was to help to get it ready to be sold. И моя задача в той компании заключалась в том, чтобы подготовить продукт к продаже. And then once it was ready, my job was to sell the company. Компанию. И, то есть тогда мы компанию должны были подготовить и ее продать. And then I was to run it for years after it was sold and purchased by a new group of investors. И после того, как эту компанию приобретут новые инвесторы, мне нужно в течение нескольких лет поддерживать работу этой компании. So I was the CEO at this company, as you know, for about 7 years. Поэтому в течение 7 лет я возглавлял позицию генерального директора этой компании. And they were located in San Francisco. Она располагалась в Сан-Франциско. And one time I was coming home from a trip and I was taking a flight from Tokyo to San Francisco. Однажды я возвращался с длительной командировки из Токио в Сан-Франциско. And then to Salt Lake after that. И после этого в Солт-Лейк-Сити. And they said, Eric, we know that you're coming home through San Francisco. Come visit us. И мне сказали, мы знаем, что ты будешь лететь через Сан-Франциско, приезжай к нам в гости. So I came back to San Francisco, went to their offices. Я приехал в Сан-Франциско, пришел к ним в офис. And they said, Eric, we love what you've done. И мне сказали, Эрик, нам так нравится то, что ты сделал. You've done a great job at running the company. Ты замечательно потрудился, управляя компанией. Thank you for helping us get organized and structured, and you got us involved. Спасибо, что все подготовил, организовал, структурировал. We have loved working with you. Нам очень нравилось работать с тобой. Но we're going to bring somebody else in, and you got to go catch your flight. So bye. Go. У нас будет кто-то другой теперь этим заниматься, так что иди быстрее на свой рейс, а то пропустишь самолет. Who gets fired on a layover?
И я подумал, кого вообще увольняли в промежутке между самолетами? How cold-blooded is that? Насколько это жестокосердно. So I was 46 years old and I didn't know what to do with my life. Тогда мне было 46 лет, и я совершенно не знал, чем теперь заниматься в жизни. I thought I was too young to retire. Я думал, что, наверное, мне еще пока рано уходить на пенсию. But I didn't quite know what to do. Но я совершенно не знал, что теперь делать. I took a nap every afternoon. Так что каждый день я... I slept in the afternoon. Every day I took a nap. Каждый день у меня была возможность поспать днем. I went and worked out every day. Каждый день я ходил в спортзал. And my wife looked at me one day. She's like, Жена на меня посмотрела однажды вот так. "Are you ever going to work again?" И сказала, ты вообще собираешься работать? And I said, "No, I'm just going to spend all my time with you." Я сказал, нет, я теперь буду проводить все свое время с тобой. No, you need to work. Но он сказал, нет, тебе нужно срочно начать работать. And that's where one of the owners at doTERRA came into my life. И примерно в этот период жизни, в моей жизни появился один из основателей доТERRA. And it was Corey Lindley that came into my life. Это был Кори Линдли. And he said, "Eric, Он сказал, Эрик, you're going to do this with us." вот ты теперь будешь заниматься этим с нами. He didn't ask the question. He just said, "You are going to do this." Он не задал мне вопрос, он сказал, ты будешь это делать. Do you ever have a friend that you can't say no to? У вас есть такие друзья, которым вы не можете отказать? Do you have one like that? Да. Corey's that way with me, and I couldn't say no. Вы знаете, да, эти чувства? Кори был как раз одним из таких друзей для меня, и я не мог сказать нет. Okay, yes sir, I'm going to do it. Я сказал, yes sir, да, я буду это делать. Let's do this. And I thought, this is the craziest decision of my life that Corey has made for me. И тогда я подумал, что это самое сумасшедшее решение в моей жизни, которое за меня принял Кори. I didn't even say yes. I just kind of went along with the ride. I was like, okay, let's do it. Мне даже не нужно было говорить «да», я просто начал действовать. And you see that it's probably been the best decision that Corey made for me in my entire life. И, наверное, это было самое лучшее решение, которое Кори принял за меня в моей жизни. It has blessed my life in a significant way. И это благословило мою жизнь очень сильно. Before, all I did was work. До этого все, что я делал, это была работа. But I worked for somebody else. И я работал всегда на кого-то еще. I missed dates with my wife. Я пропускал свидания со своей женой. I missed events with my kids. Пропускал мероприятия своих детей. My wife had to teach my kids how to drive a car. И даже именно моя жена учила детей водить машину. And my kids are terrible drivers. И вы знаете, теперь мои дети ужасно водят машину. And the reason why is my wife taught them. My wife's a terrible driver. И причина как раз в том, что именно жена их обучала водить, потому что она ужасно водит. But with the last kid, I was doing doTERRA. Но когда во время последнего ребенка я уже занимался доTERRA. Now I still work. Я все еще работаю. But it's my schedule. Но по своему расписанию. I'm in charge of when I work and when I do things. Я решаю, когда мне работать, а когда заниматься семьей. And with my youngest one, I was home for important events. И я всегда был дома от работы на какие-то важные события моего младшего ребенка. I was able to be there when he would go to important dates, so he could go on a date. У меня была возможность быть с ним рядом, когда он шел на какое-то важное свидание. And he didn't like it, but I would get to meet the girls and talk to the girls. И, конечно, ему это не нравилось, но я всегда хотел встречаться, говорить с теми девушками, с которыми собирался встречаться. We went on river rafting trips together. Мы часто ездили в какие-то поездки вместе. I taught him how to drive. Я учил его водить машину. And he's taller than me. He's about Kirk's height. И он выше по росту меня, примерно роста Кирка. And every night he would scream. He was 14 when he was 12 when we started doTERRA. Ему было 12 лет, когда мы присоединились к доTERRе. He would scream, "It's essential oil time" in the evening before bed. И когда, прежде чем пойти спать, он кричал: "О, настало время эфирных масел!" And then he would throw his feet in the air. Тогда он задирал ноги And expect one of us to rub oil on the bottom of his и feet. ждал, когда кто-то из нас подойдет и начнет растирать масла по ногам. And his feet are size 12 or 13. Their big feet are like skis.
И сейчас его ноги примерно размером с лыжи. And every night I would get to put oil on my son's feet. И каждую ночь у меня была возможность растирать масло по его ногам. And what a beautiful thing for me to have that type of relationship with my son. И какое-то замечательное благословение иметь вот такие отношения со своим сыном. My older kids are a little bit jealous. Мои старшие дети немножко ревнуют. But I tell them that all you have to do is throw your feet in the air and I'll rub oil on the bottom. Но я всегда отвечаю, все, что вам нужно сделать, это только задрать ноги вверх, и я разотру их маслами. But what I want to share with you today is that's what's available with doTERRA. И это мое главное послание для вас сегодня, что это доступно именно с доTERRA. Whatever dream that you have, whatever goal or objective you'd like to reach, какая бы цель у вас ни была, чего бы вы ни хотели достичь, it's possible with us. Это все возможно с доTERRA. And it's because the oils work. Потому что масла работают. And what I want to do today is Slava asked me just to take a couple of moments and talk to you about a couple of things that I did wrong. Слава попросил меня рассказать о некоторых ошибках, которые были у меня. Is that okay if I talk about some of the mistakes I made? Вы не против, если я поговорю об этом? Is that okay? Хорошо. Do you mind? Не против? I'll only talk about a couple because I made a lot of them during my doTERRA. У меня было очень много ошибок в доTERRA, но я расскажу только о парочке из них. One of the biggest mistakes that I did is I started going to all of my contacts, and I thought that I would have gigantic meetings like this. Одна из моих ошибок была в том, что я думал, что мне нужно пройтись по всем моим контактам и собрать большое собрание, примерно как мы сейчас. So my first event that I planned in Osaka, Japan. И первое Osaka, Japan. Первое собрание, которое я планировал, было в Осаке, Япония. And so I talked to my friend there, and they said, it's going to be big, we're going to have a lot of people, it's really going to work, it's going to be good. И я разговаривал с своим другом, он примерно такие фразы говорил: «О, это будет прекрасно, у нас будет крутое мероприятие, столько людей придет». So we really thought that the event would be about this size right here. И мы думали, что у нас примерно вот столько людей, такое помещение будет. But I was talking to my friend, he says, it's going to work, I'm going to bring more people, it's really going to happen for us. Но мой друг говорил: у нас будет столько людей, у нас все получится. So we expanded the room to this size. Тогда мы увеличили размер комнаты примерно до этого. And then this size. Потом вот так. And then this size. Еще больше. And the event was scheduled for 7 o'clock. И мероприятие было назначено на 7 вечера. And guess how many people were at the event at 7 o'clock? Угадайте, сколько людей было на мероприятии в 7 часов? Well, there were more than 0. Ну, было больше, чем 0. But there were 3. 3. There was my friend. Это был мой друг. The translator. Переводчик. So we're sitting there. I thought this was going to be a big event. Мы планировали это немножко по-другому. I thought we were going to have some people here. Я думал, что у нас будет хоть кто-то из людей. So about 10 minutes afterwards, a lady came in the back. Но примерно через 10 минут зашла одна женщина. And she came and sat right there, back in the back. All right, and there were rows of empty seats all over. Была куча пустых рядов стульев, и она встала в самом конце комнаты. And she raised her hand and says, "Is the meeting over?" И она подняла свою руку и сказала: «А встреча уже закончилась?» And I was dumb enough to say, "Yes, it's over, but we've been waiting for you." И я был достаточно глуп, чтобы сказать: «Да, встреча закончилась, но мы вас ждали». So what happened is that we chatted, and the funny thing is she only had 15 minutes and had to leave early. И проблема была в том, что у нее только было 15 минут свободного времени, потом она должна была уйти. And the thing that we did is we sat together. И что мы сделали? Мы сели вместе. We opened the oils. Открыли масла. She tried the oils. Она попробовала. She rubbed oils on her neck and on her hands. Она помазала их везде, на руках, на шее. She had a wonderful oil experience. У нее был прекрасный опыт с маслами. We talked one-on-one, friend to friend. И мы говорили с ней один на один, как друзья. Me in English, her in Japanese. Я на английском, она на японском. And we didn't understand a word of what was going on. Мы не поняли ни слова из того, что сказали друг другу. But Но we understood the oils.
Мы понимали масла. We were able to talk about the oils and we reconnected again. И мы быстро наладили связь между собой. And today, И сегодня she is the oldest presidential diamond in the company. она самый взрослый президентский бриллиант компании. She is 72 years old. И 72 года. And she made a decision in 15 minutes И она приняла свое решение за 15 минут. that changed her life too. Изменить свою жизнь. So my biggest fail turned out to be one of my biggest lessons to learn. Так что моя самая большая ошибка была, она превратилась в один из самых лучших уроков, которому я научился. And it's to let the oils do the work. Это позволить маслам делать свою работу. We can talk about all the money in the world, Мы можем говорить обо всех деньгах мира, but the most important thing that we have and the best tool that we have но самое важное, что у нас есть, и самый лучший инструмент, are the oils. который у нас есть, это масла. So if I can just share my experiences that anytime I don't talk about the oils, it's a fail. Поэтому для меня ошибка заключается в том, что каждый раз, когда я говорю, If I get the chance to talk to somebody and connect with somebody, если я не говорю о маслах, это ошибка. if I can find out what's going on in their life, Я общаюсь с людьми, настраиваю с ними связь, спрашиваю, что происходит с ними в жизни. I have an oil that can help. У меня почти всегда есть масло, которое могу предложить для их проблем. And that's what I want to encourage you to do, is just to listen. И как раз я хочу воодушевить вас делать то же самое. Просто Do any слушать. of you know anybody that when you're together with them, with a friend, all they want to do is talk. Есть у вас такие знакомые, которые все, что хотят делать, когда они с вами рядом, это просто говорить. Do you? All of your friends are that way? Okay. Все мои друзья. You know what? That's a good thing. Это хорошо, на самом деле. Because they're going to talk about their relationships. Потому что они будут говорить о своих They're going to отношениях, talk about their friends. о друзьях, They're going to talk about their kids. о детях, They're going to talk about their kids being sick. о том, как дети болеют. And the beautiful thing is what do you do with a baby when you pat them on the back? They just burp, right? И что вы делаете с ребенком, когда вы вот так стучите ему по спине? That's what У них случается отрыжка, правильно? That's what I want to encourage you to do, is to burp the people around you. Just let them talk. То же самое должны делать с вашими друзьями. Просто так заставляйте, Just чтобы go у них случился for полезный it. Talk. взрыв. Говорите. At some point they're going to share with you something you can share the oils with. И однажды они скажут что-то, на что вы можете предложить масло. Let them sell themselves with it. Пусть они сами продают себя. And that's how I built my business with doTERRA. Это то, как я строил свой бизнес в доTERRе. I just let people come over to my house. Я просто приглашал друзей в мой дом. I had treats. Sometimes they came over just for the treats. А у меня всегда были угощения, иногда друзья приходили именно ради них. The neighborhood kids would come over sometimes and eat all of my food. Иногда дети спускались и съедали все, что было на столе. There would be times that people would not show up. Иногда даже никто не появлялся вообще, никто не приходил. But that's okay. И это нормально. It's a good base on how to learn and how to persevere. Это прекрасная возможность научиться тому, как быть стойкими. So I brought a funny video for you. I hope it's funny for you because I think it's quite funny. Я привез одно смешное видео, надеюсь, для вас оно тоже будет смешным, потому что для меня это очень смешно. If you don't laugh at it, you'll think I'm weird. Если вы не будете смеяться, я буду чувствовать себя очень неловко. So what I'm going to do is hopefully this works and that you'll enjoy it. Сработает и вам понравится. Итак, дамы и господа, мы много говорим о лидерстве и о том, как создать движение. Давайте менее чем за 3 минуты посмотрим от начала до конца, как происходит этот процесс. Извлечем из этого урок. Во-первых, как вы знаете, лидер должен обладать мужеством выделяться и подвергаться насмешкам. Но ведь как легко последовать вслед за ним. Вот первый последователь. И он играет решающую роль. Он покажет всем остальным, как следовать за лидером. Обратите внимание, что лидер принимает его как равного. Так что теперь речь уже не о лидере. Речь о них. Их много. А вот он призывает своих друзей. Если вы заметили, стать первым последователем на самом деле значит тоже стать лидером. Хотя это и меньше ценится. Требуется мужество, чтобы так выделяться из толпы. Первый последователь – это то, что превращает чудака-одиночку в лидера.
А вот идет второй последователь. Теперь это не чудак-одиночка, и их не двое. 3 — это уже толпа. Толпа, значит, тут что-то есть. Движение должно охватывать общество. Важно иметь на виду не только лидера, но и последователей. Потому что, как выясняется, новые последователи помогают последователям, а не лидеру. Вот идут еще двое, и сразу же вслед за ними еще 3. Теперь накопился импульс. Это переломный момент. Вот теперь у нас движение. Обратите внимание, что по мере увеличения толпы занятие становится менее рискованным. А потому у тех, кто глазели, свесив ноги, больше нет препятствий. Они-то не хотят выделяться, не хотят подвергаться насмешкам, но они смогут стать своими, если вовремя пошевелятся. В течение следующей минуты вы увидите, сколько людей готовы раствориться в толпе, потому что со временем их осмеют за то, что не присоединились. Вот как, оказывается, создается движение. Но теперь давайте сделаем выводы. Во-первых, если вы по духу близки к тому парню без майки, что танцевал в одиночку, не забывайте, насколько важно принять первых последователей в качестве равных. Чтобы было ясно, что это все ради движения, а не ради вас. Но, возможно, мы не увидели тут главного вывода. Если вы догадались, главный вывод уловили, это то, что лидерство превозносит сверх меры. Да, парень без майки был первым, и за это ему воздастся столицей. Но чудака-одиночку на самом деле в лидера превратил первый последователь. Если, как говорят наставники, каждый должен быть лидером, это будет совсем непродуктивно. Если вы действительно хотите создать движение, имейте смелость присоединиться и продемонстрируйте, как надо присоединяться. Если увидите чудака-одиночку, создающего что-то замечательное, имейте смелость стать первым, кто поднялся и присоединился к нему. How many of you feel like that one guy dancing with his shirt off? Кто из вас почувствовал себя таким парнем без майки? Do any of you feel that way at times? Да? Может быть, даже не раз. I feel that way still every once in a while. Даже до сих пор я чувствую себя таким. And what I want to encourage you, the reason why I want to encourage you is because you are leading a revolution. И то, почему я хотел поделиться с вами, вдохновить вас, это потому, что вы ведете революцию. You're making a difference in people's lives every day with the impact of products. Вы совершаете перемены в жизни ваших друзей каждый день. On your journey here with doTERRA, there are going to be times that you feel like you're out there dancing all by yourself. Иногда у вас будут такие периоды, когда вы будете чувствовать, что вы вот так в одиночку танцуете без майки. But don't worry about it, because people will follow. Но не переживайте об этом сильно, потому что будут люди, которые последуют за вами. Because of the vision that we have, and the things that we do, and the impact that we can make in people's lives. Это благодаря тому видению, которое у нас есть, и благодаря тому влиянию, которое мы оказываем на жизни людей. One of the things that Kirk talked about a little bit earlier is he talked about the trends globally of the size of the essential oil market. И Кирк недавно говорил о том тренде, который наблюдается сейчас в росте рынка эфирных масел. One of the things that he talked about is he talked about the market growing at an exponential rate. И также напоминал о том, что рынок эфирных масел будет расти экспоненциально. And what I wanted to share with you today is the reason why that's happening is because people are looking for what you have. И мне кажется, это происходит еще и потому, что люди ищут то, что у вас есть. People are looking for some type of a solution. Люди ищут какое-то решение. They want to look better, they want to feel better, they want to lose a little extra weight. Они хотят выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, хотят избавиться от нескольких килограммов. They want to be able to serve their family a little bit better. Они хотят лучше служить своей семье. And all of you have that solution. И у всех из вас есть это решение. And you're at the tip of this revolution. You're at the starting phases of this throughout the world. И вы сейчас как раз находитесь в начале этой фазе, фазе начала революции. I don't know if that's exciting to you. That's pretty exciting to me. Не знаю, насколько это кажется радостным для вас, но для меня это очень хорошая новость. Right now, as a company, we do about $2 billion a year in sales. И сейчас доTERRA как компания имеет порядка $2 миллиардов продаж в год. That seems like a lot of money. Кажется, огромная куча денег, да? But the day will come that we'll be a $20 billion company. Но не за горами тот день, когда мы станем компанией с $20 миллиардами. So that means we're going to grow by 10 times. Это значит, что мы вырастем в 10 раз. And that means
if we're a $20 billion company, that means we've got to pay commissions to somebody. И это означает, что если у нас будет 20 миллиардов долларов, это значит, что мы должны платить наши комиссии кому-то. Why not you? И почему бы это не вам? 20 billion with commissions on $20 billion is not bad. Комиссия 20 миллиардов долларов – это плохие деньги. You know what I think he said? I think he said it's a good start. Мне кажется, он сказал хорошее начало. It's a good start, right? But that's where we're going in the future. We're going to keep on growing and expanding and blessing people's lives. And it just happens one drop at a time. Вот что ждет нас. Нас ждет большое будущее. И это будет происходить капля за каплей. So I want to share with you some things that we're doing and some things that you'll see coming up in the future that you can expand your education and your knowledge base. Вот что мы делаем, хотел об этом вам рассказать, и то, что можете делать вы, что повысит ваше знание, и вы можете использовать в качестве образования. And these will be tools for you to be more successful as you grow and expand. Это будут вашими инструментами, которые вы можете использовать в вашем росте. Now, one of the things about me as a secret is I'm not an expert on essential oils. И у меня есть один секрет для вас. Я не являюсь экспертом по эфирным маслам. I'm not a doctor. Я не доктор, I'm not a scientist. не ученый. I don't even think I'm all that smart. Я думаю, что это все очень умно. But I know where the information is. Но я знаю, где взять информацию. And what I do is I just look for ways to share. И все, что я делаю, я ищу способ поделиться этим. And what I want to share with you is you don't have to be a scientific professional. И что я хочу сказать вам, это вам не нужно быть ученым. And if I can have success, Если у меня получилось достичь успеха, so can you. также можете и вы. Why not? Почему и нет? So there are a couple of things that I want to share with you today that I think are interesting, and you'll see here in Russia in the next little while. Очень интересно то, что я вам расскажу, и вы увидите, как это будет происходить в России также. One of the websites that we have in development is one called Source to You. Один из сайтов, который сейчас находится в разработке у нас, называется Source to You. Have any of you seen this website? Кто-нибудь уже видел этот сайт? Maybe there's a few of you that have. Thank you for going to it. Да, спасибо, что уже заходили на этот сайт. But there's great information on it. На этом сайте очень много информации About the farmers, о фермерах, about the science. об ученых, It's about how the oils are distilled. о том, как производятся масла. And there's great information about the practitioners and the science behind it. И очень много научных подтверждений о работе масел. Have you ever wondered what components make up the essential oils? Вы когда-нибудь думали о тех компонентах, которые входят в масла? You can take your bottle of essential oil, type in the barcode, the number on the code. Вы можете взять вашу бутылочку с маслом и ввести на сайте номер штрих-кода, And it'll tell you exactly what's in there. и там прям будет вам перечислено все, что входит в это масло. So what I did yesterday is I took my bottle of spearmint that was in my bag. Вчера, что со мной было вчера, я взял масло мяты, которое у меня было с собой. And I typed in the number. Я набрал номер. And it gave me the chemical components. You can't see it very well. Здесь не очень хорошо видно, но мне было выдан химический состав. But it told me everything that's in the oil itself. Там было сказано все, что содержится в этом масле. All the individual components that make up a spearmint oil. Все индивидуальные компоненты, которые входят в это масло. It also talks about the science and the testing that goes behind this to verify what we do. Там также было сказано очень много каких-то научных фактов, подтверждающих или состав, и все, что мы делаем с этим маслом. And what I do is I let this be the expert. И для меня это означает, что я позволяю вот этому быть экспертом. People will ask me, Eric, how do I know it's pure? И мне часто задают вопрос: Эрик, как я могу убедиться, что это чистое масло? It says right there. Ну вот здесь сказано. There's the science behind it all. Вот здесь находишь все научные факты. And it'll give you all of the results that you're looking for. Там вы можете найти все ответы, все результаты будут представлены. It is a great piece for educating. Это отличный источник образования. And I hope that you will get it soon, and I hope that you'll take a look at it. Я надеюсь, что уже очень скоро он будет доступен для всех, и вы будете использовать его в своей работе. And talk to Slava and Kirk on those teams and push them to be able to get that here quickly. И всегда
давите на славу, на эфир и на каждого руководителя в вашей команде, чтобы это как можно быстрее было доступно здесь. Is that okay? Хорошо? Sorry, Slava. Прости, Слава. He's got both thumbs up in the back. У него все напишут, обе руки подняты. What a great general manager. What a great partner to have. Какой отличный партнер, да, для доTERRA. One of the things that I like too is I like Что еще мне нравится? where we source the oils. Мне нравится то, откуда мы берем наши масла. Now, does anybody ever ask you this question? Do they say, how do we know that you have enough product to keep up with demand? Кто-нибудь задавал такие вопросы или спрашивал вас, а как вы можете убедиться в том, что у вас будет достаточно продукта, чтобы покрыть все запросы? Eric, do you get that? Вам задают такие вопросы, да? You talked about being a $20 billion company. Вы говорите о том, что мы собираемся стать 20-миллиардной компанией. How are you going to be able to keep up, Eric? Как вы сможете поспевать за этим ростом, Эрик? The reason why is because we have exclusive arrangements. И я говорю, что причина заключается в том, что у нас есть эксклюзивное соглашение With about 84% of people that produce our oils around the world. примерно с 84% людей, производящими масла в мире. We have the market. Грубо говоря, мы держим весь рынок. They don't do business with anyone else. Они не хотят делать дела ни с кем другим. And I'm going to share with you a couple of examples why that's important. И я поделюсь парой примеров, почему это важно для нас. And show you, and you probably know this already. I don't think Вы, I'm наверное, saying уже anything все different. знаете, но я покажу, может быть, немножко другими словами. But the reason why it's important to us is we want to do business the right way with the people that we interact with. Почему это важно для нас? Потому что мы хотим делать бизнес с правильными людьми, правильным образом. And it doesn't matter if Slav and his team are working with me and you, И не важно, работает ли Слава со мной и с вами, or if Kirk is working with some farmer in the middle of nowhere, или Кирк сейчас где-то с какими-то фермерами, неизвестно где. they're going to treat people the same, whether they're wellness advocates, or farmers, or the owners of the company. Но то, как они общаются с людьми, будет одинаково, будь то wellness-консультант, или фермер, или какой-нибудь представитель правительства. Now, how many of you have seen a lot of other oils in the marketplace? Сколько из вас видели другие эфирные масла где-то в других компаниях? Have you seen other oils? Да, вы видели другие масла? They're everywhere, right? Ну, их много, согласитесь. In the United States, we have a store called the Dollar Store. В Соединенных Штатах у нас есть магазин, который называется Everything, $1 по типу нашего фикс-прайса. everything in the dollar store is $1. Все в этом магазине стоит $1. So whatever's there is $1. И все, что там вы найдете, стоит $1. If there's a bag there, it's $1. Если вы найдете там сумку, If $1. there's something to drink, it's $1. Какой-то напиток, тоже $1. So I'm in the dollar store. И вот я был And I в see- магазинах, и я увидел I see a lavender essential oil, эфирное масло лаванды. $1. $1. And I buy it, Я and I thought, okay, let's see how this smells. купил его, и я хотел узнать, как же оно пахнет. So I opened it up, Я открыл бутылочку, took a big sniff of it, вдохнул очень глубоко, and I thought I was going to die. и я думал, что сейчас я умру. It did not smell like lavender oil. Это вообще не пахло как лаванда. It smelled like a whole bunch of chemicals. Это пахло как куча химикатов. I was nervous about dropping it onto my car. И я немножко запереживал, если даже уроню каплю на машину. And I was nervous because it would take the paint off my car. Возможно, краска растворится под этой каплей. So I didn't want to smell it, I didn't want to drop it, I didn't want to spill it because it felt like it was toxic. Поэтому я не хотел, чтобы это масло пролилось где-нибудь, не хотел его нюхать. Я думал, что это вообще токсично. Now that's a funny example. Ну, это такой веселый пример. But there are a lot of oils that are in the marketplace these days. Ну, вы знаете, сегодня очень много разных масел есть на рынке. And there's some very good companies out there too. И, конечно, есть тоже хорошие компании. But there's a difference between, like this example here. Но всегда есть разница, как на этом примере. Eating a bowl of something that tastes like fruit isn't necessarily fruit. Съесть тарелку чего-то, имеющего вкус фруктов, не значит съесть фрукты. Just because it tastes like fruit doesn't mean the same thing.
Несмотря на то, что у них вкус фруктов, это все равно не одно и то же. And those are the things that we try to educate people on with doTERRA. И это примерно то, чему мы учим людей, когда мы говорим о дотерре. There's a difference on the oils that we have. Всегда наши масла отличаются. And that's what I hope you would educate your folks on and the people that you interact with, is that there's a difference out there. И надеюсь, что это то, о чем вы будете рассказывать вашим людям, что есть разница. Is that fair to ask of you? Can I ask that of you? Хорошо? Могу я попросить вас об этом? Will you help us with that? Поможете? And talk about the doTERRA difference. И говорите о разнице, которая есть у дотерра. Fair enough? Хорошо? We also have a doTERRA difference in the way that we do business. И также дотерра отличается в том, как она ведет бизнес. And one of the things that we have that we've developed in the United States that you'll see here very soon too, Slava. И одна из еще одних вещей, которые мы разработали в Соединенных Штатах, и скоро очень появится у вас, Слава, is we have some business training to help you be successful. У нас есть такие бизнес-тренинги, которые помогают вам быть успешными. A bunch of us as presidential diamonds have gotten together and written a number of guides on how to do the doTERRA business. Многие из нас, президентские бриллианты, однажды собрались вместе, и мы решили создать инструмент, который поможет вам вести бизнес, как быть успешными в этом. When I started with doTERRA, I had no idea what I was doing. Когда я присоединился к дотерре, я понятия не имел вообще, что я буду делать. I was making it up as I went. Я создавал все на ходу. I would try something here, and sometimes it would work, and I would try something there, and sometimes it would work, and I would try something over here. It's like, oh, that's a disaster. Попробую что-то здесь, может быть получится, здесь что-то попробую, также чуть-чуть получится. Сделаю что-то здесь, это полный провал. And I tested my way to success. Поэтому я знал, как мне следовать, и поэтому я следовал по пути успеха. And there's a whole bunch of us that did the same thing. И таких много, которые просто делали то же самое. So what we did is we got everybody together. Поэтому однажды мы собрались вместе. What works? Что работало у вас? And we put them in here. И мы все это внесли в эти брошюры. And you'll see it on the website that's called the Empowered Success section. И это вы уже можете найти на сайте, который называется Empowered Success. So how many of you feel like you're alone here in Moscow or anywhere else that you're doing business? У кого из вас есть такие чувства, что вы одиноки в том, что вы делаете здесь, в Москве или где-либо еще? I know. I feel that way too. У меня тоже такие I'm the чувства. same way. I feel alone a lot То же of times. самое. Очень часто я чувствую себя одиноким. But what I have done is I used these because I know that there were 15 presidential diamonds that worked on this one. Но я часто сам обращаюсь к этим брошюрам, потому что я знаю, что 15 президентских бриллиантов работают над этими And брошюрами. I get to carry 15 presidential diamonds with me in my hand to help me. И я чувствую, что как будто все 15 этих президентских бриллиантов со мной, когда я беру эти брошюры с собой. And that's the beauty of this, is that even though you may feel alone, there are other tools that are out there that will help you to have success. И в этом заключается прелесть этой работы, что несмотря на то, что вы можете быть один, но у вас всегда есть инструменты, которые помогут вам достичь успеха. And I hope that you use these. И надеюсь, что вы будете их использовать. We put a lot of time into it. We've spent a year and a half refining this to be able to present it to you as something that we know will help you achieve success. Очень много времени было вложено в это. Мы работали над этим 1,5 года, поэтому мы надеемся, что вы будете использовать это в своей работе для достижения успеха. One of the things that my partner and I, Justin Harrison, is one of the most wonderful distributors in the world. У меня есть партнер Джастин Харрисон, один из самых лучших дистрибьюторов в мире, мой партнер. And he and I are the chairman of this committee that develops these guides. И мы являемся, как сказать, председателями комитета, который руководит этой работой. And every Wednesday, for 2 hours every Wednesday, we have a call with a dozen presidential diamonds. Поэтому каждую среду, каждую неделю по средам у нас общий звонок на 2 часа со всеми оставшимися 12 президентами. And we've been doing this for almost 2 years. И это у нас так происходит уже почти 2 года. And the reason why is because we believe in you. Почему мы это делаем? Потому что у нас огромная вера в вас. We want to leave a legacy for you. Мы хотим оставить наследие для вас. Where you don't feel like you have to make it up. Мы не хотим, чтобы вы чувствовали, что вам нужно создавать все это заново. Or have to fake it because you don't know if it's right or wrong what you're doing. Или
симулировали что-то, потому что вы не знаете, будет это правильно или неправильно. So what I'm going to ask you to do as you're growing and building and developing your business, Поэтому я хочу попросить вас, что по мере того, как вы будете развивать и строить свой бизнес, use these guides to help you. используйте эти руководства для того, чтобы они помогли вам. Can you do that? Можете это сделать? I promise you they work. Я обещаю вам, что они работают. We've worked on this. All of us presidentials have gotten together. Все мы работаем над этим. And the reason why we've done this is we don't want you to be frustrated like we were when we started. То, почему мы это сделали, потому что мы не хотим, чтобы вы имели те же чувства раздражения, которые были у нас, когда мы это делали. And it's much more fun to have success than failure. И на самом деле это гораздо более здорово иметь успех, а не провал. So for you that raised your hand saying that sometimes you feel alone, И те из вас, кто подняли руку, когда сказали, что иногда чувствуют себя одинокими, let us help you with this. пусть эти брошюры помогут вам. It's not just, thank goodness it's not just me. Это не просто я говорю вам. You'd be in big trouble just with me. Если бы это был только я, у вас были бы большие проблемы. But you get Natalie Goddard. Но у вас там Натали Годдард, And you get Laura Jacobs. Лора Джейкобс, And then you got Boyd Truman, и он who's a double presidential diamond. вообще двойной президентский бриллиант. That means he's got 12 qualifying legs. Это значит, что у него 12 квалифицированных веток. And he's sharing his secrets with you. И он делится всеми секретами с вами. How cool is that? Здорово же, да? Will you take a look at this and see if it'll help you? Посмотрите эти брошюры? Да? Okay, good. Хорошо, хорошо. All right. I'll share with you a couple of stories as I wrap up today. Пару историй в заключение. This is Danny and Nicole Larsen, Это Дэнни и Кол Ларсен, Blue Diamonds in Utah. голубые бриллианты в Юте. Those two babies were in the hospital for 6 months. Эти дети провели 6 месяцев в больнице. They were born premature. Они родились недоношенными. Prior to doTERRA, И до доТERRA Danny worked as a computer programmer. Дэнни работал разработчиком компьютерных программ. And Nicole taught ladies how to save money on their groceries. А Кол учила людей, как экономить на покупках продуктов. They joined doTERRA, had great success. They're Blue Diamonds. Они присоединились к доТERRе, у них был потрясающий успех, стали голубыми бриллиантами. Having children in the hospital for 6 months because they were born premature, И тогда, когда у них дети были в больнице, из-за того, что они родились недоношенными, it could ruin a family financially, на самом at least in the деле, United States. в Соединенных Штатах это может разрушить семью, потому что это очень тяжелое финансовое бремя. But during their time of not working and just being with their children in the hospital, their business grew. Но пока они были с своими детьми в больнице, их бизнес рос. What kind of job is that? Что это за работа такая? That's what's available here at doTERRA. Вот то, что доступно в доТERRе.